Любі українці, привет! Германия очень бюрократичная страна, вы, наверное, уже это заметили. И здесь все имеет свой распорядок и свои правила. Поэтому, даже если вы просто всего лишь хотите вернуться домой, необходимо учесть важные моменты. Сегодня поговорим о том, что нужно сделать. Поехали! К сожалению, вы не можете просто бросить все и уехать. Являясь частью Евросоюза, Германия, естественно, собирает информацию о вас. И для того, чтобы избежать неприятностей и штрафов, для того, чтобы иметь возможность приезжать в Евросоюз дальше и спокойно передвигаться по Европе, вам необходимо учесть следующие моменты. Самый первый и важный пункт – это ваша квартира. Пожалуйста, позаботьтесь о том, что договор вашей аренды расторгнут заблаговременно. В Германии срок расторжения договора по аренде обычно это 3 месяца, но, возможно, в вашем договоре был указан какой-то другой срок. Проверьте это. Если вы живете в семье, оговорите заранее тот момент, что вы планируете возвращаться в Украину. Не оставляйте людей в неведении. Им тоже хочется попрощаться с вами, и на это потребуется время. Поэтому учтите эти моменты. Если вам необходимо уехать раньше, чем через 3 месяца, вы можете воспользоваться практикой, которая существует в Германии. Вы можете рекомендовать человека, который заедет в вашу квартиру раньше, чем срок 3 месяца. Такой человек называется обычно Nachmieter. Для поиска Нахмитера вы можете использовать eBay Kleinanzeigen или своих друзей и знакомых, уточните у них. Но в любом случае вам также необходимо поговорить сначала с управляющей компанией, подходит ли им такой вариант. Второй важный момент – это вам необходимо оповестить Jobcenter или вашу социальную службу о том, что вы покидаете Германию и возвращаетесь в Украину. Необходимо получить от них также официальное письмо о закрытии вашего дела. Пункт 3. После того, как вы закрыли свой вопрос с квартирой, оповестили социальные службы, вам обязательно необходимо закрыть все договора, расторгнуть все договора, включая интернет-провайдеры и любые другие, которые вы успели заключить за то время, которое вы находились в Германии. Это очень важно. Пункт номер 4 – интеграционные курсы. Там необходимо также сообщить о том, что вы возвращаетесь, и получить от них подтверждение или бумагу. Пункт номер 5. Обязательно закройте все ваши банковские счета. Сделать это необходимо в сервисном центре вашего банка и также получить от них официальную бумагу или оповещение. Сообщите о том, что вы покидаете Германию вашему мобильному оператору, сообщите об этом на ваших спортивных секциях, если вы посещаете тренажерный зал. Это очень важно, особенно если у вас был договор о списании вашего абонементского взноса непосредственно с вашего счета. Вы также должны оповестить о том, что уезжаете в вашу медицинскую страховую компанию. Некоторые компании предлагают возможность сделать это онлайн. Если ваша компания этой возможности не предлагает, напишите им письмо или еще лучше, сходите в центр обслуживания клиентов и получите от них официальное уведомление, что вы можете ехать. Очень важный пункт. У каждого из вас есть в Германии прописка. Вы регистрировали ее в Bürgeramt, либо в бюро регистрации по вашему району. Необходимо, прежде чем уехать, оформить так называемый Abmeldung, то есть оповестить их о том, что вы выписываетесь по месту вашего жительства. Если не сделать этого, то может грозить штраф до 1000 евро. Помните об этом, пожалуйста. Дорогие, мы понимаем, что сейчас очень многие из вас серьезно думают о том, чтобы возвращаться домой, очень хотят вернуться в Украину, но, к сожалению, военные действия все еще продолжаются, и мы очень просим вас взвесить все «за» и «против», прежде чем сделать такой шаг. Пока продолжаются военные действия, вы можете оставаться в Германии. И несмотря на то, какая бы ни была сложная ситуация, в которой вы находитесь, помните, все можно решить. Огромное вам спасибо за то, что вы смотрите нас, за ваши подписки, за лайки. Пожалуйста, пишите о своих ситуациях, о вопросах, которые у вас есть. В комментариях мы постараемся вам помочь. И, как всегда, пам'ятайте, все буде добре.